Газета The Wall Street Journal, близкая к Демпартии США, опубликовала материал с пессимистичными для Запада прогнозами по поводу санкций против России. Изначальный план, согласно которому ограничения вводились, чтобы уничтожить экономику России, потерпел крах. И пусть рестрикции для российской экономики тоже чувствительны, ее устойчивость оказалась гораздо более сильной, чем ожидалось, а страны Запада получили в ответ не меньшие экономические издержки. И хотя, по мнению американских аналитиков, Россия страдает сейчас больше, страны Запада столкнулись с проблемой высоких энергоносителей, ростом безработицы, а центральные банки вынуждены рекордно поднимать процентные ставки. Аналитики говорят, что ближайшие месяцы окажутся решающими в определении того, кто получит рычаги влияния в этой экономической войне, поскольку Россия изо всех сил пытается найти импорт для своей армии и экономики, а западные страны маневрируют, чтобы заменить российские энергоносители. При этом по итогу года наибольшие потери в производстве понесут Германия, Франция и Италия. Одновременно ВВП в России упадет гораздо меньше 10%, о которых ранее сообщали специалисты. Это же касается и спада промпроизводства. JP Morgan Chase и Co. прогнозируют падение на 3,5%, хотя ранее их коллеги из Вашингтона отмечали, что оно составит целых 15%. И хотя инфляция в России остается одной из самых высоких в мире 15,9%, не меньшие трудности испытывают и страны Запада. Так, по данным Центрального банка Германии, если поставки российского газа будут полностью прекращены, то ВВП страны упадет в этом году на 5%. Журналисты также напомнили пост Байдена в Твиттер, который ранее писал следующее: «Рубль почти сразу превратился в руины. Российская экономика находится на пути к сокращению вдвое». Издание отмечает, что первоначально рубль действительно упал, но восстановился благодаря повышению процентных ставок Центральным банком России, контролю за движением капитала, росту экспорта и сокращению импорта. В итоге, говорится в статье, антироссийские санкции сыграли против самого Запада. Санкции в некотором смысле нанесли ущерб странам, которые их вели, и помогли России. Хотя Россия экспортирует меньше баррелей нефти, более высокая цена за баррель означает, что страна, как ожидается, получит больше доходов, чем первоначально планировалось в бюджете. Также высокая инфляция уже привела к смене политической элиты и внутренним кризисам в ряде стран